В этом ролике хочу поговорить о 10 ошибках новичков в Blockpost Mobile. Всю свою жизнь человек учится чему-то. Сначала ходить, разговаривать и есть, затем читать и писать, общаться со сверстниками и быдлом, и только потом играть в компьютерные и мобильные игры. Сегодня мы разберем 10 ошибок игроков в Blockpost Mobile, которые вы даже не замечаете, когда совершаете. Всем ананас, Рэнди пилит ролики для вас, и мы начинаем. Чрезмерная агрессия. У каждого игрока были такие моменты, когда он на волне летит ушить соперника через дым. Например, вы нанесли много урона оппоненту и знаете, что он красный. Вы уже на автомате идете его убивать, даже не замечая, что перед вами смоук. А с другой стороны вас уже может ждать другой оппонент, который ожидает вашего пуша. Дельный совет: перед тем, как что-то сделать, остановитесь и подумайте своей головой, правильно ли вы поступаете. Например, в такой ситуации вы можете просто попробовать нашить в дым в предположительное место, где может быть соперник, и более безопасно и эффективно разрулить ситуацию. Лишний шум. Порой вам хочется сыграть быстрый раунд и удивить соперника на ранних этапах игры, но ваша команда приняла решение отыграть медленно и спокойно. Своими лишними шагами вы можете навредить как себе, так и своей команде. Иногда из-за лишних шумов на карте, например, звуков выстрелов или же гранат, вы можете даже не заметить, что создаете много шума. Ты недооцениваешь мою мощь! Старайтесь взаимодействовать с командой и не наводить много шума на карте. Тишина может нарушить планы оппонента и свести его с ума. Ненужный перфекционизм. Еще одна очень распространенная ошибка, которую многие игроки просто не замечают и постоянно повторяют. Это не совсем ошибка, но очень лишняя вещь, которая может повлиять на исход вашего матча. Многие после того, как выпустили несколько пуль, например 4 где-то, начинают перезаряжаться. Особенно плохо, когда это делается с винтовкой в руках, в которых достаточное количество пуль в обойме. Во-первых, это лишнее движение, при котором время перезарядки тратится впустую. Во-вторых, у перезарядки есть звук, который может помешать вашим и вашим тиммейтам. Конечно, когда у вас мало патронов и судьба раунда лежит на ваших плечах, то лучше безопасно перезарядиться, но не следует делать это постоянно. Привязанность к одному оружию. Не всегда играть с одним оружием — это хорошая идея. Нужно быть вариативным, особенно не на самом высоком уровне. Я не говорю, что нужно брать КЗ и револьвер. Просто на личном опыте скажу, что многие люди, насмотревшись клипов от про игроков, начинают играть только с диглом или с АВП. Это неправильная тактика. Нельзя забывать об экономике и правильности выбора оружия. На ближних дистанциях подойдут дробовики, на дальних штурмовые винтовки, постоянный зажим. Не забываем и про разные виды стрельбы. На дальних дистанциях подойдет таппинг или просто по пуле, чтобы четко навестись на противника и убить его. На ближних и средних дистанциях подойдет зажим. Смотрите также ролик, который я снимал давненько, он очень полезный. Как играть в Blockpost Mobile. Дал советы для новичков и настройка прицела и игры в целом. Подсказка вылетает вот здесь. Неправильная информация. 100% у вас бывали такие ситуации, когда тиммейт пишет и прям спамит в чат капсом: это Тёмка, пацаны, они все рашат Тёмку. Но на самом деле оппоненты просто откинули пару демов, флешек и убежали на мид. А вам пришлось перетянуться из-за ложной информации, позволив сопернику зайти на открытый план. Решение ситуации есть, и вам нужно всегда смотреть на радар. Если вы увидите на нем игрока, скорее всего это не фейк. Но если у вас есть лишь информация о том, кто пошел раскид гранат, а ваши тиммейты никого не видят, то лучше остаться на своей позиции. Это поможет вам выиграть раунд, а может даже и игру. Поспешишь — людей насмешишь. Когда вы уже дефаете бомбу и находитесь в численном преимуществе, вам кажется, что вы непобедимы и идете искать фраги. В некоторых случаях это может быть пагубно сказаться на вашем результате, поскольку оппоненты могут подловить вас, с легкостью забрав раунд к себе в копилку. Даже если осталось мало времени до конца раунда, соперники все равно вполне могут выиграть, если вы пойдете в наступление, как Путин, к примеру. Всегда думайте о том, какие последствия могут возникнуть после ваших действий, и что лучше сделать на 1-2 фрага меньше, но зато 100% выиграть матч. Стрельба
стрельба на ходу. Многие новички не замечают, но очень часто они одновременно идут вперед и стреляют. Или хотят отойти за стенку, начинают идти задом и продолжают стрелять. Такие мувы полностью бессмысленные и мешают вам играть. Если вы хотите ролик, где я расскажу подробно и покажу, как правильно стрелять, как двигаться и настроить АИМ, то обязательно пишите об этом в комментариях. И если таких комментариев будет много, я обязательно сделаю такое видео. А если сказать кратко, то лучше всего занять удобную позицию для стрельбы. Так вы точно сможете убить соперника и принести победу вашей команде. Нужно проговаривать важные вещи во время матча. Один из факторов победы в любой командной игре – это коммуникация. Всем игрокам в команде необходимо коммуницировать между собой. Например, когда вы даете флешку, то лучше предупредить вашего тиммейта об этом. Иногда вы можете просто молчать, например, играя в соло. Например, потому что у вас нет настроения или вам просто-напросто лень это делать. Но ради всеобщего блага и личного прогресса, коммуникация – это важная деталь в большом игровом механизме. Пренебрежение разминкой. Самая банальная ошибка начинающих игроков, а и не только их, это отсутствие разминки. Не поленитесь потратить хотя бы 10 минут на разминку в командном бое или в конке вооружений, чтобы почувствовать ваши пальцы и сенсу. А затем уже идите играть в ММ или закладку бомбы. Разминка подойдет на пользу как вам лично, так и всей вашей команде. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео.